Вы когда-нибудь задумывались, почему одни женщины раскрываются перед вами как открытая книга, а другие остаются молчаливыми, сдержанными, пряча свои самые сокровенные мысли и желания? Сегодня мы разгадаем эту тайну и погрузимся в игру доверия, притяжения и эмоциональной связи, раскрывая, как вы можете вывести любое взаимодействие на совершенно новый уровень. Это не просто учебник по соблазнению, это приглашение выйти за пределы собственных границ, стать мужчиной, который умеет слушать, наблюдать, самое главное, знает, как сделать так, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и могла быть с вами искренней. Если вы готовы научиться разрушать ее барьеры и помогать ей раскрыть свои настоящие желания, слушайте внимательно, потому что здесь будут раскрыты редкие секреты. Продолжаем с видео, но прежде у меня есть новость. Теперь вы можете помочь каналу набрать больше подписчиков, просто комментируя видео. Это может быть что угодно: мнения, вопросы, предложения. Чем больше комментариев, тем больше шансов для канала расти. Так что участвуйте активно, оставляйте свои комментарии ниже, и кто знает, возможно, получите от меня приз. Присоединяйтесь к нашему клубу участников и получайте эксклюзивный контент, который поможет вам улучшить свои навыки и отношения уникальным образом. Как участник, вы получите доступ к закрытым видео, продвинутым советам и возможность общаться с нами напрямую. Не пропустите, станьте участником сегодня и выведите свой опыт на новый уровень. 1. Как создать ритуал доверия перед разговором на интимные темы. Это не случайная беседа за кофе. Прежде чем попросить ее открыться, вам нужно показать, что вы мужчина, который может справляться с глубиной и искренностью. Создание ритуала доверия – это не про цветы или правильные слова, это про то, чтобы показать, что вы умеете быть постоянным, слушать без осуждения и не убегать при первых признаках уязвимости. Будьте рядом без давления, наблюдайте за ее языком тела, уважайте ее молчание и покажите, что вы тот мужчина, который может сохранять спокойствие даже в деликатных вопросах. Когда она почувствует эту стабильность в вас, она откроется естественно. 2. Важность взаимности. Как поделиться своими желаниями первым. Легко ожидать, что женщина расскажет вам свои секреты, но насколько вы сами готовы открыться? Вот в чем секрет: она никогда не поделится с вами своими желаниями, если не почувствует, что вы тоже можете быть уязвимым. Поделитесь своими собственными переживаниями и желаниями искренне. Но будьте осторожны, это не для того, чтобы похвастаться или впечатлить. Покажите свои настоящие мысли, даже страхи или мечты, которые вы держите при себе. Взаимность – это ключ. Когда вы делаете первый шаг, она понимает, что может доверять вам и, скорее всего, почувствует себя комфортно, делясь тем, чего действительно хочет. 3. Техники для естественного начала интимных разговоров. Этот пункт крайне важен. Многие мужчины пытаются перейти к глубоким темам без подходящего перехода, что обычно заставляет женщин закрываться. Начните с связанных тем, которые пробудят ее любопытство и подготовят к более интимному разговору. Простые вопросы, такие как «Какая у тебя мечта, которая живет в тебе уже много лет?» или «Какой момент больше всего повлиял на тебя?» помогут вам открыть путь без навязчивости. Дайте разговору течь естественно, не торопите ее ответы и, главное, проявите искренний интерес. Женщина всегда заметит, пытаетесь ли вы что-то навязать или действительно хотите ее узнать. 4. Как использовать валидацию, чтобы она почувствовала, что может быть честной. Валидация – это не слепое восхищение, это признание того, что она чувствует и переживает. Женщине нужно знать, что ее не будут осуждать. Когда она делится чем-то личным, даже если вы не полностью это понимаете, уважайте ее точку зрения. Используйте фразы, такие как «Я понимаю, почему ты так себя чувствуешь» или «Мне нравится, что ты так открыта в своих эмоциях». Валидация ее чувств приведет к тому, что она почувствует себя принятой, шаг за шагом, покажет вам стороны своего внутреннего мира, которые редко кому открывает. 5. Искусство задавать открытые вопросы, которые побуждают к размышлениям. Замечали ли вы, что правильные вопросы – это как двери к ее разуму? Забудьте о закрытых вопросах, таких как «тебе это нравится», и вместо этого задавайте открытые вопросы, которые заставляют задуматься. Как ты представляешь себе свою жизнь в будущем, или что тебя больше всего вдохновляет?
Эти вопросы не только позволяют ей открыться, но и дают вам возможность исследовать ее мировоззрение. И если вы хорошо справитесь, она поделится гораздо большим, чем планировала. 6. Как избежать типичных ошибок, которые закрывают дверь к откровенности. Ничто так не убивает честность, как мужчина, который принижает, насмехается или поправляет. Если вы хотите, чтобы она открылась вам, вам нужно научиться избегать этих типичных ошибок. Не перебивайте, не пытайтесь сразу решить ее проблемы и никогда не заставляйте ее чувствовать, что ее эмоции не имеют значения. Слушайте больше и говорите меньше. Учитесь интерпретировать ее слова и уважайте ее темп. Терпение – ваш лучший союзник, если вы хотите по-настоящему ее узнать. 7. Почему последовательность между вашими словами и действиями укрепляет доверие? Если вы говорите, что вам не все равно, а потом исчезаете, она не откроется. Женщины замечают каждую несоответственность, и ничто не вызывает больше недоверия, чем мужчина, который говорит одно, а делает другое. Будьте последовательны. Если вам не все равно, докажите это действиями. Такая последовательность не только увеличивает доверие, она также создает прочную основу для любых отношений. Ей нужно знать, что она может доверять вам, даже если вы не рядом, чтобы напомнить ей о своих словах. 8. Как помочь ей выразить свои желания, когда она не знает, как это сделать. Иногда даже она сама не знает, как выразить то, что чувствует или желает. Здесь вы можете вмешаться с деликатностью. Дайте ей пространство, чтобы выразиться, задавайте вопросы, которые направляют ее, и покажите, что вы готовы выслушать все, что она хочет сказать. Возможно, ее желания смутные или трудноопределимые, но с терпением и поддержкой вы сможете помочь ей начать озвучивать эти чувства. 9. Техника активной паузы. Дайте ей пространство для высказывания. Это продвинутая, но мощная техника. После того, как вы задаете важный вопрос, сделайте паузу. Пусть молчание работает на вас. Женщины часто заполняют эти паузы, когда чувствуют себя комфортно, и именно в эти моменты они выражают то, что действительно важно для них. Поэтому вместо того, чтобы давить на нее, научитесь использовать силу активной паузы. Это недооцененный инструмент общения, но он откроет вам двери, которые вы даже не представляли. 10. Как завершить разговор на положительной ноте, укрепляя связь. Каждое глубокое взаимодействие должно заканчиваться ноткой доверия. Завершая разговор, укрепите связь, сказав что-то позитивное, искреннее и показывающее, что вы цените то, что она поделилась. «Мне нравится говорить с тобой, ценю твою открытость», или «Спасибо, что поделилась этим со мной» — это фразы, которые завершают общение уверенно и заставят ее захотеть открыться еще больше в следующий раз. Продолжим с видео, но прежде, если ты досмотрел до этого момента, мой дорогой, оставь комментарий ниже со словом 100% или что-то подобное, чтобы мы знали, что ты учишься. Для более интересных тем подписывайся на канал, ставь лайк видео и делись с друзьями. Как создать глубокую эмоциональную связь и заставить ее открыться? Создание настоящей эмоциональной связи с женщиной – это не игра для слабых. Здесь недостаточно просто произнести правильные слова в нужный момент. Если вы действительно хотите, чтобы женщина открылась вам и поделилась своими мыслями, мечтами и самыми сокровенными желаниями, нужно выйти за рамки базовых техник соблазнения. Вам нужен подход, который бросит вызов вашим собственным границам, поможет вам расти как мужчине и научит вас подключаться к ней на подлинном уровне. В этом тексте мы разберем секреты построения такой связи, которую она никогда не забудет, той, что пробудит ее интерес и заставит почувствовать, что, наконец, она нашла того, кому можно доверять. Слушайте внимательно, делайте заметки и готовьтесь к смене мышления. Номер 1. Как построить прочный фундамент эмоционального доверия. Прежде чем пытаться добраться до ее самых сокровенных мыслей, вам нужно предложить ей основу для доверия. И нет, недостаточно просто сказать, что вы надежный мужчина, ей нужно увидеть и почувствовать, что она действительно может на вас рассчитывать. Все начинается с маленьких, но постоянных действий. Делайте то, что говорите, и говорите то, что делаете, без излишних слов. В каждом взаимодействии, в каждом сообщении вы либо строите, либо разрушаете этот фундамент доверия. Хотите, чтобы она открылась?
Покажите ей, что вы – эмоциональная опора, кто-то, кто не испугается ее уязвимости. Только когда она увидит вашу последовательность, она почувствует, что может доверять вам на более глубоком уровне. Номер 2. Важность искренности для создания настоящей связи. Вот что вы, возможно, не ожидали: женщины чувствуют фальшь за километр. Не пытайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь, чтобы произвести впечатление. Если она почувствует, что вы играете роль, ее интерес и открытость исчезнут мгновенно. Искренность – один из самых сильных аттракторов, которые вы можете предложить. Говорите о своем опыте, своих желаниях, даже о своих страхах. Это делает вас человеком, и именно эта уязвимость действительно связывает. Она увидит, что вы не просто хотите ей понравиться, а уверены в себе настолько, чтобы быть собой. Номер 3. Как использовать совместный опыт для открытия каналов общения. Совместный опыт создает воспоминания, а воспоминания создают общую историю. Чтобы открыть эти каналы глубокого общения, воспользуйтесь любым моментом, который вы разделяете. Пригласите ее попробовать что-то новое, испытать нечто нестандартное. Это может быть что-то столь же простое, как прогулка в особом месте или спонтанное путешествие. Эти моменты служат катализатором для разговоров, которые не возникли бы в обычных условиях. Сделайте каждый момент запоминающимся, и вы увидите, как ей станет комфортнее говорить о более глубоких темах. Номер 4. Сила маленьких признаний для поощрения откровенности. Хороший способ сделать так, чтобы женщине было комфортно, поделиться небольшими личными деталями, чем-то, что вы, возможно, не рассказываете всем. Это не обязательно ваши самые темные секреты, но вещи, которые раскрывают немного вашего внутреннего мира. Когда вы делаете это, она чувствует, что тоже может открыться. Например, вы можете сказать ей: «Я никогда никому этого не говорил, но всегда боялся». Или «Одна вещь, которую большинство обо мне не знает, это». Эти моменты признаний разрушают барьеры и приглашают ее открыться, дать ей почувствовать, что она говорит с настоящим человеком. Номер 5. Как создавать значимые моменты, чтобы она чувствовала себя особенной. Чтобы она захотела открыться, ей нужно почувствовать, что она важна для вас. Значимые моменты – это не всегда грандиозные жесты. Иногда это долгая беседа, неожиданное сообщение или просто напоминание о чем-то, что она когда-то упоминала. Эти небольшие действия оказывают сильное воздействие. Покажите ей, что вы слушаете ее, что вам действительно важно то, что она говорит. Когда она увидит, что вы искренне стараетесь, чтобы она почувствовала себя особенной, она поймет, что рядом с вами безопасно раскрыть свое сердце и мысли. Номер 6. Техники для синхронизации вашего языка тела с ее. Знаете ли вы, что синхронизированный язык тела создает бессознательную связь? Это не означает повторять каждый ее жест, а тонко отражать ее позу, движение и энергетику. Когда ваш язык тела совпадает с ее, вы создаете некое подобие танца, который усиливает чувство связи. Обратите внимание на то, как она сидит, как использует руки, ритм ее слов. Настроившись на эти детали, вы не только создаете более глубокую связь, но и даете ей почувствовать себя понятой. Это чистая поведенческая психология, и когда она выполнена правильно, она невероятно эффективна. Номер 7. Как распознать и подтвердить ее эмоции перед тем, как углубляться в ее желания. Прежде чем задавать вопросы о ее желаниях или мечтах, сначала признайте то, что она уже поделилась с вами. Подтверждение ее эмоций означает дать ей понять, что вы слушаете и цените то, что она чувствует. Фразы вроде «Я понимаю, почему ты так себя чувствуешь» или «Я ценю, что ты доверяешь мне», рассказывая это, оказывают сильное воздействие. Чувствуя, что ее эмоции признаны, она будет более склонна говорить о своих желаниях и мыслях. Подтверждение – это не просто слушать, это дать ей почувствовать, что ее слова имеют значение и что вам важно, что она думает. Номер 8. Важность активной эмпатии для укрепления эмоциональной связи. Активная эмпатия – это не просто слушать, но и показывать, что вам не безразлично, что она чувствует. Это требует внимания, сосредоточенности и умения отложить в сторону свое эго. Постарайтесь действительно поставить себя на ее место, попытайтесь понять ее проблемы, радости и тревоги.
Когда она почувствует вашу искреннюю эмпатию, она поймет, что вы – человек, которому можно доверить свои мысли и эмоции. Не ограничивайтесь пассивным слушанием, задавайте вопросы, которые углубляют то, что она говорит, показывая, что вы действительно рядом с ней. Номер 9. Как использовать мягкий язык и жесты для создания уютной атмосферы. Не недооценивайте силу мягкого языка и правильных жестов. Иногда тон голоса, улыбка или даже уместное молчание могут сказать больше, чем 1000 слов. Используйте язык, который заставляет ее чувствовать себя в безопасности, жесты, которые не вторгаются в ее личное пространство, но дают ей почувствовать, что вы рядом. Создайте уютную атмосферу, где она может расслабиться, не беспокоясь. Здесь вы можете действительно изменить ситуацию, показывая ей, что ей не нужно притворяться, потому что вы здесь ради нее такой, какая она есть. Номер 10. Как быть последовательным в своих действиях, чтобы поддерживать открытые и честные отношения. Последовательность – это ключ к любым глубоким отношениям. Если вы один день проявляете интерес, а на следующий исчезаете, она не почувствует, что может доверять вам. Доверие строится на основе постоянных действий. Покажите ей, что вы готовы быть рядом в хорошие и плохие моменты, что вас не пугают ее неуверенности и вы не отступите, когда возникнет уязвимость. Будучи последовательным, вы создадите открытую и честную связь, которую удается достичь немногим. Это то, что действительно отличает мужчин, которые умеют устанавливать связь, от тех, кто просто стремится произвести впечатление. Продолжим с видео, но прежде, если ты досмотрел до этого момента, мой дорогой, оставь комментарий ниже со словом «100%» или что-то подобное, чтобы мы знали, что ты учишься. Для более интересных тем подписывайся на канал, ставь лайк видео и делись с друзьями. 7 способов, как заставить ее открыться и рассказать, чего она действительно хочет в интимной обстановке. Для многих мужчин интимные моменты с женщиной могут казаться игрой в угадайку, загадкой того, чего она действительно хочет испытать в такие особенные моменты. Однако это не обязательно должно быть так. С правильным подходом, уважением и нужными техниками вы можете сделать так, чтобы она почувствовала себя настолько комфортно, что смогла бы открыться и выразить, что ей нравится, что ее привлекает и даже что ее больше всего интригует в интимной сфере. Приготовьтесь, потому что эти советы не поверхностные, они идут прямо к сути интимной и эмоциональной связи. Речь идет не о простых трюках для соблазнения, а о создании пространства, где вы оба сможете исследовать и наслаждаться без табу. Эти шаги помогут вам лучше понять ее и создать опыт, который свяжет вас на совершенно новом уровне. Номер 1. Как начать разговор с помощью игр, которые раскрывают ее предпочтения. Ошибка многих – начинать тему так, будто это неловкое интервью. Вместо этого представьте разговор как увлекательную игру. Игры – мощный инструмент для создания расслабленной атмосферы, и при правильном использовании они позволяют ей открыться без ощущения давления. Вы можете начать с чего-то простого, например, «Давай составим топ-5 того, что нам нравится в интимной обстановке», или «Сыграем в правду или вызов, только с дерзкими вопросами». Эти игры не только снимают напряжение, но и создают атмосферу близости. Она будет чувствовать себя свободной, чтобы выразить свои предпочтения, а вы получите подсказку, что ее на самом деле привлекает. Номер 2. Техника использования гипотетических сценариев для облегчения диалога. Гипотетические сценарии идеально подходят для открытия дверей, которые в противном случае могли бы остаться закрытыми. Задавайте вопросы вроде «Что бы ты сделала, если бы мы оказались на необитаемом острове только вдвоем?» или «Что, если бы у нас была ночь без правил?» Это дает ей свободу фантазировать, не чувствуя, что она раскрывает что-то личное. Разговаривая на гипотетические темы, вы позволяете ей исследовать свои желания без страха осуждения. Такие вопросы активируют ее воображение и создают атмосферу доверия, давая вам представление о том, что ей действительно нравится, не заставляя ее чувствовать себя уязвимой. Номер 3. Как понять ее желания по ее языку тела. Иногда ее слова могут быть не такими ясными, как ее жесты. Здесь важно быть наблюдательным. Обратите внимание на ее язык тела, когда вы обсуждаете интимные темы. Когда она говорит о чем-то, что ей действительно нравится, ее тело подскажет вам об этом, возможно, ее глаза засверкают,
она наклонится к вам или изменит позу. Ее язык тела может дать вам сигналы о том, что ее волнует, что ее смущает или что ее действительно привлекает. Это не только подскажет вам ее желание, но и покажет ей, что вы – мужчина, который действительно ее наблюдает и понимает на более глубоком уровне. Номер 4. Как создать чувство безопасности, чтобы она могла поделиться фантазиями. Безопасность – ключ к любому разговору о интимных желаниях. Если она чувствует, что вы открыты и готовы выслушать без осуждения, ей будет легче открыться. Как это сделать? Слушайте, не перебивая, без странных выражений лица или удивленных взглядов. Используйте фразы вроде «мне нравится, что ты это рассказываешь» или «мне приятно, что ты со мной честна». Заставить ее чувствовать себя в безопасности значит показать, что ее желания имеют значение, что вы готовы слушать и не критиковать. Безопасность, которую вы ей обеспечиваете, превращается в доверие, а доверие открывает все двери. Номер 5. Техники для интерпретации того, что она не говорит напрямую, читать между строк. Иногда женщины выражают свои желания косвенно. Здесь вам нужно научиться читать между строк. Возможно, она шутливо упомянет что-то или сделает тонкий комментарий о ситуации, которую видела в фильме. Учитесь улавливать такие нюансы, небольшие комментарии, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но на самом деле скрывают нечто, что она проверяет, чтобы увидеть вашу реакцию. Не ограничивайтесь ее словами, наблюдайте за контекстом, тоном и тем, что она может подразумевать. Иногда лучшие откровения не приходят от прямых вопросов, а от внимания к тому, что скрыто за ее словами. Номер 6. Как использовать мягкое повторение для уточнения и исследования ее предпочтений. Мягкое повторение – это мощная техника, если ее использовать правильно. Если она упоминает что-то, что ей нравится, упомяните это мягко позже, чтобы увидеть ее реакцию. Если, например, она говорит, что ей нравится идея определенной активности, вы можете сказать: «Так тебе бы понравилось попробовать это когда-нибудь». Повторение дает ей возможность подтвердить, расширить или скорректировать свои желания, не чувствуя давления. Это позволяет вам исследовать больше, чем ее первый ответ, и понять, насколько ей это интересно, создавая пространство, где она может уточнить свои истинные предпочтения. Номер 7. Почему беседа после интимной близости – идеальный момент для углубления общения. Момент после близости – один из самых уязвимых и открытых для обоих. В это время эмоции обостряются, и она может чувствовать себя ближе к вам. Используйте этот момент, чтобы задать вопросы, которые обычно не возникают. Например, «Тебе понравилось то, что мы сделали», или «Есть что-то еще, что ты хотела бы попробовать». Эти постинтимные моменты идеальны для углубления и получения искренних ответов без напряженности и давления. Номер 8. Как использовать чувственность, чтобы смягчить чувствительные темы. Есть темы, которые могут быть деликатными, особенно когда дело касается интимных желаний. Вместо того, чтобы говорить о них прямо, используйте чувственность, чтобы сделать их мягче. Если вы находитесь в интимной обстановке и хотите предложить что-то новое, делайте это мягким тоном, не заставляя ее чувствовать, что вы чего-то требуете или предлагаете что-то странное. Тон, нежные прикосновения и спокойная уверенная атмосфера могут сделать любую тему, какой бы деликатной она ни была, естественной и привлекательной для нее. Номер 9. Техника «А что если?», как узнать ее скрытые желания. Знаменитая «А что если?» – это эффективная техника, чтобы исследовать ее желания, не заставляя ее чувствовать, что она должна что-то признать. Спросите ее «А что если?». И добавьте то, что вас интересует. Например, «А что если бы у нас была ночь фантазий?» или «А что если бы мы попробовали что-то новое?». Это не только разжигает ее любопытство, но и дает ей возможность подумать о своих желаниях в игровой форме, без давления. С помощью этой техники вы сможете узнать что-то, о чем она, возможно, даже сама не думала, и дать ей свободу исследовать это вместе с вами. Номер 10. Чего избегать, чтобы разговор не стал неловким или принужденным. Этот последний пункт очень важен, никогда не давите на нее и не заставляйте ее чувствовать себя некомфортно. Разговоры о желаниях и фантазиях требуют времени и доверия.
Избегайте быть настойчивым или задавать вопросы, которые могут показаться навязчивыми или принудительными. Если вы видите, что она не чувствует себя комфортно, отступите и дождитесь подходящего момента. Терпение – ключ к таким разговорам. Показывая себя расслабленным и уважительным, вы дадите ей понять, что она может говорить с вами на своих условиях, не чувствуя, что должна соответствовать вашим ожиданиям. Главное – позволить разговору течь естественно, без спешки, давая ей выразить себя в своем темпе. Готовы ли вы применить эти техники и заставить ее открыться, как никогда раньше? Помните, речь не идет о манипуляции или дешевых трюках. Речь идет о построении настоящей связи, о том, чтобы она почувствовала, что может доверять вам в исследовании своих желаний и фантазий. Если вам понравился этот контент, подписывайтесь и поделитесь своим опытом в комментариях. Какие техники работают лучше всего для вас? Чему вы научились об интимности и общении в ваших отношениях? Откройтесь и покажите, что вы стремитесь к развитию и цените силу глубокой связи.